Привет, друзья! Для тех из вас, кто уже давно связал свою жизнь с гитарой, наша новая передача может стать просто интересным и полезным времяпрепровождением. Те же, кто ранее не интересовался этой стороной музыки, могут открыть для себя что-то новое, погрузиться в волшебный мир гитарной музыки и узнать много интересного о гитаристах, которые, кстати, не акцентируют внимание на своей личной жизни, в отличие от тех же эстрадных исполнителей. В любом случае, мы надеемся, скучно не будет никому. Нам не пришлось долго искать кандидата для первого выпуска. Кому, как не Джо Сатриани, открывать список гениальных гитаристов. Человеку, чья скромность и добродушие прямо пропорциональны таланту и умению разжигать в душе огонь. Джо родился в 56-м в штате Нью-Йорк и уже с детства начал знакомство с музыкой. Правда, не с гитарой, что казалось бы очевидно, а с барабанами. Юный Джо достаточно быстро осваивал данный инструмент, чему способствовал его отец, покупающий сыну новые составляющие для ударной установки, если тот показывал хорошие результаты. Однако в скором времени Джо решил, что недостаточно хорош для барабанов, в отличие от именитых ударников, на которых он равнялся, и решил сменить инструмент. Находящиеся в тот момент на пике популярности Джимми Хендрикс и Лед Зеппелин определили судьбу будущего гения — гитара. Будучи еще школьником, в самом лучшем смысле этого слова, Джо освоил углубленную теорию музыки, активно выступал на школьных танцах и в клубах. Как вспоминает сам Джо, когда я учился в 11 классе, мои родители обычно разрешали мне уезжать на выходные и играть концерты в Хэмпстоне, курортной окраине Лонг-Айленда. Это было как вернуться из другого мира. Вечером в воскресенье ты приезжал домой после того, как вел жизнь профессионального музыканта, и должен был делать уроки и идти в школу. Это было просто столкновение двух миров. Джо был настолько крут, что еще в школе сам начал обучать своих сверстников игре на гитаре. Одним из таких сверстников был Стив Vai, ныне звезда гитарной музыки и близкий друг Сатриани. К моменту выпуска из школы для Джо уже не было необходимости продолжать учебу в колледже, так как опыт работы в музыкальной сфере и огромный багаж знаний определили его дальнейшую карьеру музыканта. Переехав в Сан-Франциско, Джо продолжил качать скилл, попутно обучая юных коллег, например, будущего гитариста Металлики Кирка Хэммета. После нескольких лет работы сессионным гитаристом во множестве коллективов, Джо задумывается о сольной карьере и за собственный счет записывает свой дебютный альбом. Однако без поддержки толстосумов и знаменитых лейблов альбом долгое время остается незамеченным. И тут, в 1986 году, на помощь Сатриани приходит его друг и ученик Стив Vai. К тому моменту он уже раскачался до приличного уровня, работая с Дэвидом Ли Ротом. Воспользовавшись вниманием ведущих американских СМИ, Vai активно пиарил Сатриани, даже без просьбы на то последнего. В 1987-м, благодаря промо-акции Vai и выходу второго альбома Surfing with the Alien, Сатриани наконец обрел заслуженную популярность. Даже Мик Джаггер не смог пройти мимо и пригласил Джо в тур по Австралии, что еще больше подстегнуло рост популярности гитариста. А в 1993-м Джо вообще присоединился к Deep Purple, заменив ушедшего оттуда Блэкмора. Правда, через год Сатриани отказался от предложения стать постоянным гитаристом группы, что наверняка стало печальной новостью для ее участников. Уставшие от бесконечных заскоков Блэкмора, музыканты наверняка оценили дружелюбие и виртуозную игру Сатриани. Покинув Deep Purple, Джо в сотрудничестве со своим другом Стивом Ваем приступает к реализации своего нового проекта и к 1995 году являет миру G3. Фестиваль гитаристов, который должен был стать этакой площадкой, на которой гитаристы могут потусоваться и поджемить. На этом фестивале вместе с Джо и Стивом играли такие парни, как Эрик Джонсон, Ингви Малмстен, Джон Петруччи из Dream Theater, Михаэль Шенкер из Scorpions, Брайан Мэй из Queen, Билли Гиббонс из ZZ Top и многие другие. В своей музыке Джо сочетает множество стилей. Под одни его композиции можно энергично трясти головой. Под другие сидеть на подоконнике с чашечкой горячего какао и смотреть на дождь.
Сегодня Джо сочетает сольную карьеру с участием в супергруппе Chicken Food. Как говорят сами участники, это не супергруппа, нам просто нравится тусоваться вместе, а музыка — приятный бонус. Его коллегами по данному коллективу стали вокалист и бас-гитарист Ван Хален Сэмми Хаггард и Майкл Энтони, а также барабанщик Red Hot Chili Peppers Чад Смит. Джо Сатриани не только гениальный композитор, но и талантливый преподаватель. Ему не нужны яркие наряды и скандалы с его участием в таблоидах, чтобы вызывать интерес у публики и раз за разом собирать полные залы. А на этом пока все. Ставьте лайки и делитесь этим видео в социальных сетях. Подписывайтесь на канал Перекресток, чтобы не пропустить выход новых видео. Всего вам доброго и увидимся на Перекрестке.